Что ж, дорогие друзья, вот и начался новый 2025 год, с чем я, конечно же, хочу вас всех поздравить и пожелать только всего самого наилучшего. Хоть и биткоин не закрыл прошлый год выше 100 тысяч, мы с уверенностью можем сказать, что 2024 был максимально положительным, и он кардинально изменил крипторынок. За счет тех же ETF на биткоин, халвинга, победы Трампа, общего мирового принятия и прихода крупных игроков, о чем я говорил в прошлом видео. Но все эти прошлогодние события стали лишь подготовкой к еще более важному 2025. Ведь в этом году нас ждет еще больше важных событий, которые несомненно окажут положительное влияние на биткоин, эфир и другие популярные монеты. Причем все начнется уже в январе, ведь Трамп официально займет должность президента США, в Конгресс придут прокриптовалютные политики, а Гэри Генслер, который является главным врагом криптовалюты в США, наконец-то покинет пост главы SEC, что только повышает шансы принятия новых крипто-ETF на альткоины, как например на Solana. Также в этом году нас ждет важное обновление для эфира, которое повысит масштабируемость сети и еще больше снизит комиссии за транзакции, что по прогнозам экспертов значительно увеличит приток в ETF и приведет к пробою $5000. Дополнительно в этом году многие страны, как например США, Швейцария, Гонконг, а также страны БРИКС, будут активно обсуждать вопросы создания резерва биткоина, который в случае со штатами должен решить проблему растущего госдолга. Именно об этих и многих других событиях 2025 года мы будем говорить сегодня в ролике, а также мы разберем главные предстоящие тренды на крипторынке, которые предоставили аналитики Forbes. И в конце мы уделим внимание не менее важным негативным факторам, ведь многолетняя практика работы с криптой показала, что банкротство крупных бирж, продажа биткоина от государств, как например Германии, или усиление роста инфляции в США никто не отменяет, за счет чего данные факторы обязательно нужно учитывать, ведь это поможет нам более точно спрогнозировать и понять, к чему нам стоит готовиться в этом году. И данный ролик выступает лишь первой частью в нашей большой трилогии, которая состоит из разбора важных событий, подробного биткоин-прогноза на 2025, а также большого топа самых перспективных монет, которые готовятся показать лучшие проценты роста в этом году, а скорость выхода остальных двух частей напрямую зависит от вас. Ведь как только вы наберете 2000 лайков, мы сразу выпускаем следующее видео. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, ведь вы на канале Coin22, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, всем привет, еще раз поздравляю вас с Новым годом, и как вы поняли, сегодня мы будем разбирать самое главное событие 2025 года, а поскольку сегодня будет очень много дат, которые сложно будет сразу запомнить, рекомендую вам сразу подписаться на наш телеграм-канал, потому что именно там все события и самые важные новости мы публикуем раньше всех, а те, кто подпишется прямо сейчас, получат готовый календарь событий на январь, чтобы заранее быть готовым к важным дням на крипторынке, так что переходите, подписывайтесь, ведь мы ждем каждого. Вначале я не просто так сказал, что 2025 будет очень насыщенным годом, ведь только в январе нас уже ждет много всего интересного. Так что давайте начнем именно с января. И первое, что нам стоит обсудить, это инаугурацию Трампа, которая пройдет 20 января. Но почему это так важно? Во-первых, приход Трампа в Белый дом это не только смена партии, но и полное изменение криптополитики. Вместе с Трампом в Конгресс придет большое количество других прокриптовалютных политиков. Глава Education Fund сказал, что есть вещи, которые администрация сможет сделать сразу после вступления Трампа в должность. Это включает в себя добавление или полную отмену указа, который Байден издал в 2022 году. Указ вызвал негативное мнение некоторых представителей отрасли из-за его акцента на рисках криптовалют, а не на их потенциальных преимуществах. У политиков США появится еще один шанс принять закон о криптовалюте, поскольку импульс может быть на стороне отрасли, что поможет законопроектам набрать обороты в новом году. Ожидается, что в Вашингтоне будет самый прокриптовалютный конгресс и поддержка сверху, учитывая многочисленные обещания Трампа. Также, вероятно, снова поднимут вопрос о законе FAT21, который позволит SEC больше контролировать крипторынок и по факту его регулировать. Конечно, при Генслере это было бы фиаско для криптовалюты, но я напоминаю, что 20 числа он полностью покинет SEC, а на его пост придет Пол Аткинс, которого назначил Трамп, и он выступает за криптовалюту. Следовательно, конец января уже имеет особое значение для всего года, поскольку совершенно новый подход правительства к рынку крипты будет оказывать только положительное влияние
ранее. Конечно же, если Трамп будет следовать своим обещаниям. Но с приходом нового главы SEC криптоинвесторы будут активно следить еще за двумя событиями, которые пройдут 23 и 25 января. Ведь именно в эти дни SEC должна объявить свое решение по ETF-заявкам на Solana. SEC вынесет свой вердикт по заявкам от таких компаний, как OneEck, 21 Shares, Canary Capital и Bitwise. А 23 числа нас ждет решение по ETF-заявкам от компании Grayscale. Хотя крайний срок это 25 января, есть вероятность, что решение мы получим раньше. Конечно, есть шансы, что SEC отклонит эти ETF, поскольку комиссия рассматривает Solana как нерегулируемую ценную бумагу. Но мнение может измениться, как только Пол Аткинс станет главой SEC, за счет чего крайне важно, чтобы решение вынесли не раньше 20 января. Ведь перед своим уходом Генслер может сделать совсем неприятный сюрприз. На сегодняшний день, по данным Polymarket, вероятность появления спотового Solana ETF в США в 2025 году составляет 76%, что весьма неплохо. И как сказал бывший руководитель отдела IBM и основатель сети Solana L2, одобрение ETF приведет к очень сильному росту цены, поскольку многие сомневаются в таком решении SEC. А также, как я говорил в прошлых роликах, вряд ли бы эти компании стали тратить свои деньги, будучи не уверены в одобрении таких ETF. А поверьте, такая процедура стоит недешево. В любом случае, даже если 23 и 25 числа SEC отклонит данные заявки, компании смогут подать иск в суд, в котором они попросят SEC объяснить причину отклонения. А поскольку Solana официально не признали ценной бумагой, шансы выиграть такое дело есть. Но что по поводу XRP? Ведь на него также подавали заявки. Такие компании, как Bitwise, Canary Capital, 21 Shares и Wisdom 3 входят в число компаний, претендующих на одобрение XRP ETF. Недавняя победа Ripple в деле против SEC по вопросам о том, является ли XRP ценной бумагой, также повышает шансы на одобрение ETF. SEC обычно отвечает на заявки S1 в течение 30 дней, но процесс одобрения часто затягивается на несколько месяцев. Если текущие заявки будут следовать историческим трендам, то решения по спотовым XRP ETF могут быть приняты уже в первом или во втором квартале 2025 года. Но также 2025 год будет важен для XRP тем, что летом могут полностью закрыть судебное дело. Ранее, отвечая на вопрос о том, когда может закончиться дело SEC против Ripple, адвокат компании сказал 31 июля. В качестве альтернативы была озвучена дата 13 июля, которую назвали поэтическим поворотом. Это учитывает решение судьи Аналисы Торрес, и по факту Ripple просто придется выплатить штраф. Так что XRP 100% останется в центре внимания в этом году. И в наших будущих роликах вас будет ждать прогноз его цены. Кстати, в первом квартале также должны озвучить решение по ETF-заявкам на Litecoin, которые подавались этой осенью. Поэтому 25 можно назвать годом ETF. А еще 20 января пройдет Всемирный экономический форум, на котором будут присутствовать ведущие экономисты, известные финансисты, владельцы банков, а также крупных компаний. Конечно, среди всех тем форума нет криптовалюты, но учитывая практику прошлых конференций, на многих из них затрагивают криптовалюту. А учитывая текущее всемирное принятие и вопрос создания резервов биткоина, есть большая вероятность, что на этой конференции будут обсуждать биткоин, а также криптоиндустрию в целом. Поэтому будем наблюдать. По факту все эти события являются отличной возможностью зафиксировать профит. Ведь как показывает наш прошлый опыт, монеты очень активно реагируют на решение SEC. Поэтому, чтобы заранее быть готовым к движению на рынке в январе и на протяжении всего 2025, чтобы оставаться в плюсе, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro, которая позволит вам ежедневно получать лучшие точки входа на различные монеты, как, например, это сделали все участники Pro перед Новым годом с Solana, которая за счет своего роста перенесла от 80% прибыли. А также уже в первые дни года аналитики Pro предоставили множество других прибыльных сделок. Но что самое главное, с подпиской Pro могут зарабатывать даже новички, поскольку на старте вы получаете пошаговое обучение, проходите полноценную практику под руководством экспертов и только после этого приступаете торговать своими руками. Дополнительно для каждого участника мы собираем прибыльный спотовый портфель, который состоит из перспективных монет. Поэтому если вы желаете начать Новый год с прибыли, получить качественное обучение, собрать свой спотовый портфель на год и получать поддержку 24/7, все, что вам нужно сделать, это написать по ссылке в описании, а наши менеджеры предоставят всю подробную информацию и ответят на все ваши вопросы касательно подписки Pro. Кроме биткоина, особое внимание инвесторов будет направлено и на эфириум, поскольку в первом квартале нас ждет важное обновление сети под названием Pectra. Обновление улучшит масштабируемость платформы, механизмы стейкинга и снизит комиссии за транзакции. Согласно информации, глава проекта Avi подчеркнул потенциал обновления эфириум Pectra. Разработка позволит внешним учетным записям функционировать как смарт-контракты. Это сильно улучшит взаимодействие с децентрализованными приложениями и L2 на эфире. Эти изменения вводятся для улучшения масштабируемости
упрощение взаимодействия DEP и повышение безопасности пользователей. Следовательно, улучшение стимулирует принятие эфира, а также положительно влияет на его цену. Ведь если вспомнить два последних обновления, после которых эфир перешел на POS и был открыт вывод из стейкинга, то они стали катализаторами роста. А это, в свою очередь, будет стимулировать приток капитала в ETF. За прошлый год общий приток в эфириум ETF превысил 2,6 миллиарда долларов. Конечно, они по-прежнему отстают от ETF биткоина, которые закрыли прошлый год с чистым притоком средств в размере более 35 миллиардов долларов. Но аналитики говорят, что ситуация может измениться в 2025 году, особенно если динамика цены эфира увеличит доходность ETF, а регуляторы позволят фондам получать профит от стейкинга. Согласно последнему отчету, с ноября эфир превзошел биткоин на спотовом рынке и на деривативах, а также были дни, когда приток в ETF эфира был гораздо выше, чем у биткоина. И это говорит о том, что интерес к эфиру со стороны фондов все-таки есть. И, например, глава ETF Store Нейт Джерачи заявил, в настоящее время чистый приток средств в ETF эфириум идет в таком же темпе, как и приток в ETF на золото. Но я ожидаю, что с этого момента приток средств ускорится. Также, по словам Мэтта Хогана, главы отдела исследований фонда Bitwise, устойчивый рост сетевой активности, в том числе за счет масштабирования ИИ, может еще больше повысить производительность эфира. Между тем, по оценкам фонда VanEck, спотовая цена эфира пробьет $6000 к четвертому кварталу этого года. При этом, согласно другому отчету, приход Трампа может привести к запуску новых ETF на эфир с функцией стейкинга, что еще больше заинтересует фонды. Так что данный вопрос мы 100% будем подробно разбирать в будущих роликах. Еще одним важным событием 2025 года станет политика ФРС в отношении процентной ставки. Ведь на последней встрече Пауэлл сказал, что они не будут торопиться снижать ставку, поскольку инфляция не подает признаков падения. Инвесторы ожидают, что ФРС будет придерживаться медленного и осторожного подхода к дальнейшему снижению ставок, поскольку инфляция продолжает превышать годовой целевой показатель на уровне 2%. По последним данным, вероятность снижения процентной ставки в январе составляет чуть больше 11%, в то время как шансы на удержание ставки находятся на уровне 88%. В принципе, если ФРС оставит ставку на прежнем уровне, то это не должно оказывать негативного влияния на рынок. В данной ситуации все будет зависеть от комментариев Пауэлла, который будет оценивать данные по инфляции. И здесь очень важно, чтобы ФРС не поднимала вопрос о повышении ставки, ведь это станет серьезным ударом по всем рынкам. Поэтому перед решением ФРС мы будем внимательно следить за данными по ИПЦ и отчетами по рынку труда, которые также будут выходить в нашем Telegram. А так, на этот год запланировано 2 снижения ставки, но будем надеяться, что ФРС сделает гораздо больше. Если говорить о трендах и общих прогнозах на 2025, то данный вопрос успели разобрать аналитики издания Forbes, которые еще в прошлом году предоставили большой отчет, состоящий из 7 основных прогнозов. Давайте кратко по ним пройдемся. Первый пункт заключается в том, что страны G20 или БРИКС создадут и объявят о стратегическом резерве биткоина, о чем мы уже частично говорили. Сейчас реально идет гонка за первой крупной страной, которая интегрирует биткоин в свою резервную стратегию, диверсифицируя ее наряду с традиционными активами, такими как золото, иностранные валюты и гособлигации. Такой шаг не только укрепит статус биткоина как глобальный резервный актив, но и может изменить динамику международных финансов с далеко идущими последствиями для экономики и геополитики. Создание резерва биткоина любой ведущей экономики может стать началом новой эры в управлении той или иной страны. Далее Forbes сообщает, что рост стейблкоинов продолжится. Он также удвоится и превысит 400 миллиардов долларов. Важность данного фактора заключается в том, что стейблкоины – это один из основных каналов притока капитала в криптовалюту. Ведь прежде чем покупать различные монеты, все переводят фиат в стейблкоины, а их рост на фоне новых криптозаконов США будет стимулировать рост рынка. Третий пункт – это биткоин DeFi с поддержкой L2 станут доминирующим трендом роста. На данный момент биткоин развивается за пределы своей роли защитного актива, а сети второго уровня, такие как Stacks, BOB, Babylon, CoreDAO и другие, раскрывают потенциал для процветающей экосистемы биткоин DeFi. Эти L2 повышают масштабируемость и программируемость биткоина, позволяя DeFi развиваться на самом безопасном и децентрализованном блокчейне. Также здесь стоит вспомнить про SUI, который позволяет холдерам стейкать биткоин. И, наверное, на эту тему мы даже постараемся сделать отдельный топ с монетами, которые работают на биткоине. Поэтому, если вам интересно, пишите в комментариях. Четвертый пункт – это биткоин ETF продолжат свой рост и появятся новые криптовалютные ETF. Ну о новых крипто ETF мы уже говорили, а с ростом биткоин ETF и так все понятно. Пятый пункт – компании великолепной семерки добавят биткоин на свои балансы. Совет по стандартам финансового учета ввел специальные правила по справедливой стоимости для криптовалют, которые вступили в силу после 15 декабря. Эти новые стандарты требуют, чтобы компании отчитывались о своих криптовалютных активах, так как биткоин по справедливой рыночной стоимости, отражая как прибыли, так и
по убыткам от колебаний рынка в режиме реального времени. В общей сложности они имеют $600 миллиардов денежных резервов, что дает им все возможности для размещения части своего капитала в биткоине с улучшенной программой учета и растущей ясностью регулирования. Весьма вероятно, что одна из этих компаний, помимо Tesla, добавит биткоин на свой баланс. А если взять Tesla, то компания может вернуть биткоин в качестве оплаты за авто уже в этом году, потому что использование чистой энергии биткоина теперь превышает 50%. Ранее Илон Маск заявлял, что Tesla снова будет принимать платежи биткоина, когда использование чистой энергии превысит 50%. Поэтому будем ждать, что скажет Маск, который поселился дома у Трампа. 6-й раздел. Общая капитализация крипторынка превысит $8 триллионов. В прошлом году был пробит новый исторический максимум $3,8 триллионов. Но нетрудно догадаться, что с прокриптовалютной политикой рынок будет расти, а также привлекать новых разработчиков, которые будут работать над новыми интересными проектами. Ну и 7-й последний пункт – это возрождение стартапов, за счет чего США вернутся в качестве мирового криптогиганта. Приход нового главы SEC Пола Аткинса должен положительно повлиять на рынок. Бывший комиссар SEC Аткинс известен своей прокриптопозицией, а также поддержкой дерегулирования в таких инициативах, как Токен Альянс. Его подход обещает более совместимую нормативно-правовую базу, способствующую инновациям, а не подавляющую их, как это делал Генслер. Так что с нетерпением будем ждать 20 января. Но несмотря на то, что 2025 обещает быть положительным годом, есть и потенциальные факторы, которые могут оказать негативное влияние на крипторынок. Такие события называют черным лебедем, вероятность которых очень низкая, но тем не менее их не стоит исключать. Наглядный пример — это начало пандемии, крах Terra Luna или банкротство FTX в 2022 году. Во-первых, продолжение дела между Ripple и SEC по поводу XRP остается нерешенным. Потенциально неблагоприятное решение в июле 2025 года может негативно повлиять не только на цену XRP, но и на весь рынок. И в данном случае все будет зависеть от нового главы SEC. Во-вторых, как предупреждал гендиректор Джейми Даймон и другие финансовые эксперты о потенциальной рецессии в прошлом году, последствия для рынка крипты также могут быть серьезными. Экономический спад в 2025 году может спровоцировать кризис ликвидности и привести к банкротству криптофирм с избыточным кредитным плечом и снизить цены на монеты. Данный фактор напрямую будет зависеть от экономической политики Трампа, а также ФРС, которой придется удерживать инфляцию и не создавать сильного давления на рынок. Ну и в-третьих, это обещание Трампа касательно криптовалюты. Конечно, прокриптовалютная позиция Трампа вызвала оптимизм среди инвесторов, и биткоин пробил 100 тысяч. Но сами понимаете, невыполнение предвыборных обещаний, которых у Трампа было очень много, может привести к сильному разочарованию. Рынки, привязанные к его ожидаемой политике, могут столкнуться с проблемами, если его администрация откажется от своей крипториторики. Но учитывая все события, которые я сегодня озвучил, 2025 год обещает быть все же более положительным. Но, конечно, все так же будет зависеть от циклов. Ведь учитывая прошлый год, активный рост криптовалюты начался только в 4-м квартале. Но как раз таки более точный прогноз на движение цены биткоина мы уже будем делать в следующем видео. А также перед каждым событием мы будем стараться выпускать новые ролики, где будем все подробно разбирать. Так что обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы первыми смотреть новые ролики, пишите комментарии и не забудьте перейти в телеграм-канал, где вас ждет календарь событий на январь. А вам я желаю удачи, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!